Где вы, люди? Добрые люди, кого всю жизнь встречал на своем пути. Что они сделали с нами? В кого они нас превратили? Все попали в пустоту. Каждый из нас испытал это разочарование. Каждый из нас потерял веру в людей. Каждый из нас находится в подвешенном состоянии. То, на чем держался наш мир, а все наши ценности оттерли ноги. Появилась куча правд. Мало того, что они натворили, сколько беды, сколько горя людям принесли. Так еще, чтобы оправдать это, они, не задумываясь, уничтожили все, на чем держался наш мир. Ценности, правила, некогда добытые великим горем. Время остановилось. Каждый одинок. Каждый из нас не просто существует. Каждый из нас чувствует, любит, мыслит. Наша жизнь была волшебством. Каждый день был уникальный. Впереди виднелось крутое будущее. Каждый был личностью. В каждом была магия, тайна. Каждая улыбка, как поцелуй Бога. Весь путь мы искали истину. Мы хотели понять, для чего мы существуем, чтобы прожить эту жизнь максимально полезно. Мы не просили ничего, все, что нам хотелось, это просто не стоять на месте, просто использовать все возможности. С появлением интернета мы узнали все, что хотели. Мы побывали, где хотели. Мы начали общаться со всем миром. В нашем поколении есть разные люди, но столько умных, образованных, всесторонне развитых и свободных не было ни в одном. Потомки рабов, чьи жизни всегда просто стирали с лица земли. Мы случайно заглянули в это окно и больше этого не забудем. Мы превратились из шпаны в путешественников. Мы выбрались из животного мира. Сколько планов сделать свои страны лучше, сколько энергии, сколько нитей сплелось в одном поколении. Поколение жить в кайф. Мы все понимающие друг друга. Мы точно представляли, каким будет наше будущее. Мы забыли про животный мир. Настолько, что не было даже мысли, что кто-то сможет нас остановить. Если люди, которые погибали в ту великую войну, погибали за что-то, то это было точно за мир, в котором мы жили. Мир, который мы с вами успели увидеть, где агрессия была слабостью, наглость дурным тоном, глупость была глупостью, деньги необходимостью, но не целью, где телек не имел веса, где кто несет чушь просто никем не слушался, где паспорта не имели значения, где стыдно было брать чужое, где мир стремился только к лучшему. Мы слишком хорошо жили в мире жить в кайф. Кто затянул нас назад? Как у них получилось вернуть нас назад в животный мир? Как у них получилось вернуть нас туда, где быть мразью это легально? Где быть нехорошим человеком поощрительно? Откуда они появились? Они всегда были рядом. Им приходилось притворяться, подыгрывать, подстраиваться. Но им было некомфортно в нашем мире. Вы встречали этих людей. Эти люди не имеют нации. Им всегда не по себе, когда кому-то хорошо, когда кто-то радуется, когда кто-то счастлив. А тут мы со своим будущим. Агрессия к слабым, подлость к сильным, манипуляции, подавление, жажда наживы, жажда обладания. Кто не задумываясь сольет, кто пойдет по головам, кто даже к Богу будет стоять в первых рядах, расталкивая остальных. Каждый знает, о ком я. Почему обычному человеку порой даже неудобно делать замечания? Другие, будучи виновным, будут обвинять всех вокруг. Почему одни живут честно, но не считают нужным об этом кричать? Другие будут воровать одной рукой,
а другой бить в грудь, рубя правду матку. Почему простые люди хоронят близких тихо, скромно, а другие громко выезжают на их смертях, выдавая за свой героизм, за свои заслуги? Это они могут воровать то, что люди собирают на помощь. Это они в моменты горя могут накинуть цену на венки, цену на воду. Поверьте, их не так много, но их достаточно, чтобы испортить нам жизнь. Это из-за них сейчас люди тонут в крови. Сколько горя они принесли, сколько семей разрушили, сколько судеб. На их руках миллиарды загубленных жизней за всю историю человечества. Они везде. К сожалению, от них никуда не денешься, ведь они приспособятся к любой ситуации, к любому обществу, к любым правилам. Лишь получая все, показывают истинное лицо. Они везде руководствуются интересами и выгодой, пуская в глаза пыль. Даже воюют друг с другом, они могут спокойно пересечься и вежливо пообщаться. Все эмоции они оставляют простым людям. Ненависть, смерть. При всем при этом им еще хватает наглости обвинять самих же людей в том, что происходит вокруг. Взывают к совести те, кто ее никогда не пользовался. Кричат, что жизнь переоценена, но сами будут жить долго. Они могут отправлять чужих детей на смерть. Будут призывать, но сами не пойдут. Они скроются за чем угодно, за любой идеей, за любым подвигом. Они всегда будут рядом выжидать, на ком выехать дальше. Они разные, старые с виду сытые, молодые полны сил. Но им всегда будет мало. Они голодные и будут нести всю правду очень яро, потому что это единственный их билет в счастливую жизнь. В нашем мире у них были связаны руки, но в животном они нашли себя. Они очень мотивированы, и никто не заинтересован в том, чтобы это останавливалось. Как же бодро они принялись за свою работу. Это из-за них гибнет куча людей. Для них любая адекватная мысль — это предательство. Все, что для нас достоинство, для них слабость. Это их мир, и мы в нем. Но больше всего меня поражают те простые люди, которые начинают говорить их словами, при этом им в жизни ничего не достанется. Это было что-то новое для меня. Большинство людей нормальные, добрые, милосердные. Но попав в этот мир, каждый из них выживает. Люди чувствуют себя одинокими. Но, дружище, ты не один. Идя по городу, в каждом доме ты видишь огоньки. Там по-прежнему живут люди с волшебством внутри. Тот мир никуда не делся, мир гармонии, чувств, дружбы, уважения, доброты. Мир без глупости и ненависти. Нас просто загнали. Откуда я это знаю? Я видел много людей. Очень много. Много глаз. То, что большинство из них добрые, я и так знал. Но когда я их всех узнал лично, когда я их всех увидел вживую в таком количестве, мое мнение еще больше укрепилось. Сколько раз я видел, как незнакомые люди становились единым целым. В любом городе, в любой стране они находили себе близких людей. И эта дружба была основана не на истории, она основана на схожести, ощущениях жизни, простых человеческих качествах. Эти люди не смотрели телевизор, они жили по-настоящему. Их невозможно поменять. Но замечаю вокруг лишь зверье. Каждый из них на данный момент чувствует себя одиноким. Ведь ему кажется, что вокруг все сошли с ума. Но это не так. Это просто иллюзия, которую им удалось добиться. Всего лишь захватив наше внимание. Этим самым они отвлекли нас от самого главного в жизни. Весь мир идет дальше, а мы стали на месте.
Они всегда будут пытаться затягивать нас в неприятности. Но в этом мире только тебе выбирать, созидать или разрушать. К сожалению, этот выбор есть далеко уже не у всех. Но до сих пор он есть у большинства. И чем больше мы выберем первое, тем больше мы успеем сделать. Тем сложнее им будет это разрушить. Изобретать, делать что-то лучше. Лучше, чем делали люди. Делать что-то проще, делать что-то удобнее, неважно. И раньше это надо было делать, но сейчас, когда пацаны уходят толпами, это особенно важно. Тот мир, где люди стремились к развитию, он до сих пор есть. Продолжайте, ребят. Продолжайте, несмотря ни на что. В том мире, который оставили наши деды, им было неловко вытворять такое. Но плевали они. Миллионы людей погибали, чтобы никто больше не посмел брать чужое. Чтобы не различали по нациям. Но со временем люди позабыли, к чему приводит ненависть. Кто-то очень хорошо умеет этой ненавистью торговать. Они толкают нас на порог новой катастрофы, из которой вытянут все, ведь будут находиться в безопасности. Неужели для того, чтобы снова почувствовать необходимость всем быть добрыми, надо перехерачить друг друга? Неужели мы, разумные, образованные люди, не сможем обойтись без ям, полных тысяч людей? Может ли кто-нибудь остановить эту войну жертвой? Но нам еще под силам остановить другую, куда нас всех и тянут. Для этого просто не стоит пускать ненависть в свою душу. Где вы? Я вижу вокруг лишь зверей. Что вернет нам веру в человека? Появилась куча реальностей, у каждого своя. Ни одна из них нас не устраивает. Но раз так, что может быть проще простого? Не меняться. Хоть говорят, как раньше уже не будет, у нас с вами точно будет. Нормальных людей по-прежнему большинство. Кто такие люди? В их понимании это тела, муравьи, которые так сдохнут. Так почему бы перед этим не выехать на них? Да, мы действительно муравьи, мы тела. Но тела наполнены энергией, чувствами, наполнены любовью, мыслями. У нас есть дорогие нам люди, у нас есть друзья, дети, и все, что мы хотим, это прожить яркую жизнь, оставить после себя не руины, а цветущие сады. Кто-то скажет: дурачок, он не знает этот мир. Я знаю его, именно поэтому еще больше дорожу тем, что у нас было. И я могу понять все. Но я никогда никого в своей жизни не держал силой. С чего я должен их понимать? Куда они нас тянут, это уже было. Это было 1000 лет. То, к чему мы пришли, случилось с человечеством впервые. Благодаря огромным жертвам. И мы не имеем права упустить этот шанс. Как же нам выбраться назад? Музыка. Они забрали все, они забрали даже интернет, но единственное, чего они не могут у нас забрать, это музыку. Музыка — наша сила. Она не даст нам стать зверьем. Музыка всегда была частью нас. Она всегда нас сопровождала на протяжении всей жизни. В музыке есть огромная сила. Это наша единственная нить. Что бы вокруг ни происходило, только прикоснись к музыке, и сразу становится так легко. Музыка не может врать. Мы с ней в горе и в радости.
то, что они никогда не смогут подделать. Она лечит, бодрит, она сильнее оружия, она сносит любые стены. Она вернет нас назад.